Итак, прошел месяц с тех пор, как у меня появился Nintendo Switch 2. Это не обзорная приставка, но сделать его настолько просто, что сейчас я отвечу на главный вопрос, стоит ли покупать. Switch 2 это осторожный сиквел первого Switch, поэтому ответ прост. Если вы были довольны первым Switch, второй тоже понравится. Если разочаровались, здесь не будет иначе. Не пробовали? Возьмите первый, он стоит всего ничего и попробуйте. А теперь внимание, главный минус. Эта консоль запускает игры. Я имею в виду, что только игры запускать и умеет. Почему это проблема? Возьмем PlayStation Portable. Еще в нулевых она, несмотря на смешную по нынешним меркам производительность, умела проигрывать фильмы, музыку, выходить в интернет через браузер, а взломанная могла вообще все. Потом была PlayStation Vita. Помимо игр, там были самые разные приложения. Можно было и в социальных сетях что-нибудь запостить, и по Skype созвониться, написать другу в чате или по электронной почте. А еще была чудесная социальная штука – Нир. Было очень прикольно вернуться из поездки и увидеть, что где-то в дороге ты пересекся с другим владельцем Виты, и получить от него в подарок предмет для какой-нибудь игры. И в целом было приятно осознавать, что ты не единственный человек в мире, который купил Виту. Эх, Вита настолько опередила свое время, что даже Liquid Glass тут появился задолго до того, как его изобрела Apple в iOS 26. Множество разных приложений было и на домашних консолях PlayStation. Еще больше их было на Xbox. Насколько я знаю, разные приложения были и на предыдущих консолях Nintendo. А какие приложения есть на Nintendo Switch? Никакие. Это буквально прыжок назад в какие-то 90-е. Для первого Switch еще можно было придумать оправдание, что это из-за очень слабого железа. А у второго оно объективно мощное, и даже под систему зарезервировано 3 гигабайта оперативной памяти. Тут даже на прожорливую Windows 10 хватит, но не на видеоплеер. При этом приставка может воспроизводить видео, которое ты записал, а скачанный тобой фильм нет. Она может открывать один сайт, eShop, а любой другой в интернете нет. Мне очень не нравится, что устройство с потенциально безграничными возможностями сводится к запуску игр. Это совершенно искусственное ограничение, и не надо писать про Steam Deck, у которого этих ограничений нет. Я хочу, чтобы их не было у Nintendo Switch, и я буду за них Nintendo Switch ругать. К тому же у Nintendo Switch 2 таких ограничений стало на одно больше. Тут к нам из прошлого возвращаются проприетарные карточки. У первого Switch были обычные microSD, а у второго стали необычные microSD Express. Помните особо дорогие memory stick от Sony, которые были единственным способом обеспечить плавный игровой опыт, но при помощи китайской смекалки легко заменялись на microSD. Вот теперь история повторяется. Карты microSD Express стоят очень дорого и даже дороже SSD. Нигде не продаются и фактически доступны только брендированные версии от некоторых производителей, которые запартнерились с Nintendo. Ждем решения от китайцев? По крайней мере, теперь приставка имеет 256 гигабайт встроенной памяти, а игры все так же весят мало, поэтому пока это не является проблемой. В общем, если консоль умеет только запускать игры, то и судить о ней стоит по играм. И вот мы переходим к играм. Тут существует популярный миф, что игры на Switch только детские и в целом только какой-то Марио и Зельда. Первую часть можно обсудить в будущем, а насчет второй выскажу сейчас. У меня много игр для Switch, эксклюзивов в том числе, но ни Марио, ни Зельды в этом списке нет, они мне просто не понравились. Но и без этого там много достойных игр. Вообще понравившаяся игра про Зельду у меня есть, и это не Breath of the Wild. Скажем так, если вы слышали про Switch, то наверняка слышали, что Breath of the Wild это первая, главная и единственная причина взять Nintendo Switch. Если вы загорите желанием попробовать ее или даже купить ради этой игры консоль, то советую сначала попробовать версию для Nintendo Wii U на эмуляторе. Wii U это старая консоль, и для эмуляции не требуется мощный компьютер. Возьмите и пройдите первый обучающий остров. Он достаточно хорошо продемонстрирует игру. Если улетая с него в конце вы скажете «Прекрасно, хочу еще», то эта игра для вас. А если нет, то десятки часов подобного очень сильно утомят. Мне же Breath of the Wild совершенно не понравилось. Это как будто анти-РПГ. Там многое работает наоборот, что понравится не каждому. Вот представьте, нашли вы легендарный меч, а он развалится через несколько ударов. Открыли сундук, а там нет ничего ценного. Уничтожили лагерь врагов, а они возродятся через некоторое время. Победили сильного врага, опыта за него не получили. Опыт получили враги, умирая, они становятся сильнее. Чтобы самому стать сильнее, нужно искать пещеры и проходить там испытания. Десятки испытаний в десятках пещер. Это ощущается как наказание за исследование и собирательство. Я не смог для себя понять, как такая игра может быть интересной. Моя Зельда это Echoes of Wisdom. Игра про свободу. Не скучную, как Breath of the Wild, где тебя оставляют песочницы. Придумай, как себя развлечь. А про веселую, как в Baldur's Gate 3. У тебя есть цель, у тебя есть мешок инструментов. Придумай, как ее достичь. Меня расстраивает, что во многих современных играх, особенно крупнобюджетных, авторы так любят свои механики, что не дают возможности их игнорировать. Еще держи невидимые стенки, а то ходят тут.
Если вам знакомы мои чувства, то Echoes of Wisdom станет для вас глотком свежего воздуха. Это все еще линейная сюжетная игра, но без жестких рельс от Dungeon Master. А еще она просто-напросто миленько выглядит, что вы и так могли и заметить. В контексте Nintendo Switch 2 игра получила бесплатное обновление с улучшением производительности. Она прекрасно выглядела и работала на первом Switch, поэтому как будто ничего не изменилось. Я заметил, что загрузки стали быстрее, а подтормаживания в некоторых локациях пропали. Но это было бы и без обновления. Кстати, это повод отметить, что игры с первого свитча на втором работают не через эмуляцию, как, например, игры PlayStation 4 на PlayStation 5, а через трансляцию команд, подобную запуску Windows-приложений на Linux и macOS через кроссовер или виски. Поэтому даже без специальных обновлений игры работают и выглядят немного лучше. Подобно тому, как Breath of the Wild продавала первый Switch, отчасти просто потому, что не было других игр, Switch 2 в некоторой степени продает Cyberpunk 2077. Да, отчасти просто потому, что других игр нет, история повторяется. Конечно, знающие люди скажут, что я не замечаю целого слона в посудной лавке или даже гигантскую гориллу. Да, я намекаю на Donkey Kong Bonanza. Игра вышла совсем недавно, но уже получила высокие оценки как от критиков, так и игроков. Это однозначно одна из лучших игр этого года, но я заказал ее на картridж, и ко мне она приедет только в следующем месяце. Про нее однозначно сделаю отдельное видео. А теперь Cyberpunk 2077. Авторы игры уже долгие годы используют Cyberpunk для демонстрации новых технологий NVIDIA. Мол, смотрите, что могу. Версия для Switch такая же демонстрация. И она действительно заставляет открыть рот и сделать это обложкой видео. Понятное дело, на компьютере с RTX видеокарты или на актуальных домашних консолях игра выглядит намного лучше. Даже сравнивать бессмысленно. Но я считаю, что это и не важно. Главное, что в процессе игры у тебя не возникает чувства, будто игра обрезана или плохо портирована. Она не мыльная и не тормозит. В закрытых помещениях как будто бы даже не хуже, чем на ПК. Это не та версия, в которой ты будешь восторгаться графикой и технологиями. Это та версия, которую ты можешь включить и выключить в любой момент, взять в дорогу или кровать. С этой задачей она справляется достойно. Сразу предупрежу, что первое впечатление будет негативным из-за управления. Настройки по умолчанию для стиков здесь выбраны максимально странные и неудобные. Они разные для вертикали и горизонтали и с какой-то инерцией. Исправленный вариант выглядит примерно так. Еще впечатление стрельбы сильно испортит очень странное решение привязать шкалу выносливости персонажа, ту, которая тратится на бег, к стрельбе. Поэтому на первых уровнях после очереди из автомата персонаж выдыхается, начинает шататься и вызывать реакцию, с геймпада невозможно целиться. В общем, к управлению нужно привыкнуть, но после начинаешь получать удовольствие. Уже не от передовой графики, а от возможности взять с собой шероховатую даже после всех патчей, но сделанную с душой экшен-РПГ. Раз уж заговорили о стрельбе с геймпада, то нельзя не отметить главный шедевр Nintendo – Splatoon. Эта серия игр была для меня одной из двух причин купить первую Switch, а второй позже. Серия началась на Wii U, а на Switch есть вторая и третья части. Сразу скажу, что сейчас покупать вторую часть нет смысла. Онлайн почти мертв, а одиночный режим там небольшой. Игра представляет больше коллекционный интерес, а моя копия еще и является артефактом ушедшей эпохи. Это российское издание. Да, молодежь не поверит, но когда-то давно игры и консоли Nintendo у нас продавались официально. Выходили издания с обложками на русском языке и даже был российский регион eShop, где прямо с карточки за довоенные деньги можно было взять и купить цифровую версию игры. Вау! И раз уж начали вспоминать прошлое, то Splatoon 3 – это идеальный представитель золотой эпохи шутеров, вышедший в наше время. Тут полный набор. Большой одиночный сюжетный режим, режим кооперативной игры на 4, огромный мультиплеер и даже есть свой самобытный гвинт, коллекционная карточная игра. Покупка дополнения открывает еще роуглайт режим с прохождением башни испытаний. Он понравится тем, кто захочет испытать себя или устанет от мультиплеера. При этом тут нет магазина, где настойчиво будут полагать потратить реальных денег на дурацкий костюм. Ты купил игру, значит ты купил полноценную игру. Все честно. И без костюмов клоунов, пиццы, розовых единорогов. Игра слится своей визуальной целостностью и не прячет контент. Правда, глядя на визуальный стиль и возрастной рейтинг, может показаться, что игра для детей. Но на самом деле это сложная и даже хардкорная игра. Маленькие дети или новички в играх такого жанра могут не справиться. Кстати, в этой игре, как и во многих других, здесь можно целиться гироскопом. То есть наводить прицел не стиком, а двигая саму приставку или геймпад. Кому-то нравится, но я так и не смог понять, как это может быть удобно. Нужно следить за положением тела и рук, привыкнуть двигать не только пальцы, но и руки для прицеливания. В общем, слишком сложно и непонятно зачем. Но попробуйте и решите для себя. Тем более, что в этой игре гироскоп включен по умолчанию и обучение придется пройти с ним.
Позже в меню можно будет отключить гироскоп. А вот где целиться не придется, так это в играх серии Fire Emblem. Кстати, вот и они. Для Nintendo Switch их вышло уже 5 штук. И это очень разные игры, и не все они хороши. Поэтому сразу выбираем Fire Emblem Encore, Tokyo Mirage Session, смелый эксперимент в жанре JRPG. Что-то вроде Persona, но с айдолами и призывом героев из прошлых частей серии. Идеи не поняли, игра провалилась в продажах. Следом за ней убираем Fire Emblem Warriors. Это тоже смелый эксперимент для серии и, кстати, тоже порт с Wii U. В этот раз у нас игра в жанре Musou. Скорее всего, вы про него не слышали, такие игры редко выходят за пределы Азии. Если кратко, то представьте файтинг Mortal Kombat, но противник у тебя не один, а сотни, но не слабые, но у них есть командиры, которые сильны. Твоя задача побеждать командиров и захватывать их базы. Вот и все. Сюжетно же, это новогодний голубой огонек по федеральному телеканалу. Магический артефакт проводит главных героев по известным сюжетам, локациям и знаменитостям. В процессе накапливается сила дружбы для победы над формальным злодеем и спасения праздника. Простая игра на несколько часов, в которую стоит поиграть только от большой любви к серии. У нас остаются две части из основной линейки «Три дома» и «Engage». И они до смешного разные. Первая – это мрачная почти что «Игра престолов», а вторая – детская сказка. Даже уровень английского здесь разный. В первой мне часто приходилось смотреть в словарь или долго думать, что тут написано, а вторая легко воспринималась и так. Да, несмотря на то, что эксклюзивы Nintendo почти всегда выходят с русским языком, Fire Emblem никогда на русский не переводилась. И я совершенно не понимаю почему. У нас любят стратегии больше, чем в среднем по миру, а основная линейка Fire Emblem – это как раз пошаговая тактика. Очень классная пошаговая тактика. Поэтому я очень советую попробовать 3 дома или Engage, даже если английский у вас не очень. К счастью, тут нет диалогов в реальном времени, и на прочтение фразы персонажей можно потратить столько времени, сколько потребуется. А еще на столе осталась Fire Emblem Warriors 3 Надежды. Это тоже Musou, но теперь нормальный. Игра длинная, поэтому успевает рассказать историю и раскрыть механики вместе с боевой системой. Поэтому я ее тоже рекомендую попробовать, если вам экшен ближе, чем пошаговая стратегия. На самом деле это далеко не все игры, про которые я мог бы рассказать. На Switch их много, и многие из них заслуживают своих собственных видео. Как я говорил в начале, Switch 2 это осторожный сиквел. Она почти не изменилась, но стала более удобной и современной. Теперь именно ее я беру с собой в дорогу или в кровать. Для меня именно в этом сила Switch. Несмотря на искусственные ограничения и странные решения, в ней есть то, за что я и миллионы игроков ее любят. Уникальные игры, которых нет больше нигде, в удобной и приятной упаковке. Конечно, мне больше по душе формат Switch Lite, поэтому я буду ждать выхода Switch 2 Lite. Но пока что Switch 2 остается консолью с уникальным опытом, который я не получу ни на Xbox, ни на PlayStation, ни на ПК. За это я ее и люблю. А вы не забывайте оставлять комментарии, чтобы это видео продвигалось алгоритмами, приходили новые люди и оставляли комментарии. И все это разрасталось как нервный ком, пока сервера YouTube не начнут деградировать. А нет, уже деградировали. Тогда просто оставляйте комментарии, мне будет интересно их почитать. Пока.